Ну что, идем в пальмовые джунгли. Мы просто в шоке от этой таверны. Всем привет! Мы по-прежнему на острове Крит. Вчера у нас был ленивый день. Мы отдыхали на пляже нашего отеля. А сегодня мы опять едем на южное побережье острова. На этот раз нашей конечной целью является пляж Превели. На пляж Превели мы планируем попасть через соседний пляж. До него мы доедем на автомобиле, а там пешком через скалу по пешеходной тропе попробуем перейти на пляж Превели. От Ретина нужно ехать строго на юг. Здесь одно из самых коротких расстояний между северным и южным побережьями острова. Если не делать остановок по пути, то ехать около часа. Дорога на Превели очень живописная, проходит через знаменитое Курталиосское ущелье. В него вы въезжаете неожиданно, и оно сразу потрясает своей мощью и монументальностью. Сделали остановку в Курталиосском ущелье. Там есть спуск вниз к церкви Святого Николая, и там еще красивые водопады. Мы там никогда не были. Я не знаю, как долго туда можно спускаться. Если это тяжелая дорога, то, наверное, до конца не пойдем. Оценили сверху спуск на дно ущелья и поняли, что это будет тяжело, а уж об обратном подъеме наверх и говорить нечего. Поэтому решили ехать дальше. До пляжа Превели можно добраться двумя путями. В обоих случаях нужно доехать до вот этого живописного венецианского мостика. А затем либо ехать дальше, не переезжая через речку, до автомобильной стоянки на высоком берегу и спуститься вниз по довольно крутой тропе, либо переехать через речку по этому мостику и ехать дальше до пляжа Амуди, а затем пешком по тропе через скалу дойти до пляжа Превели. Раньше мы добирались до Превели первым путем, а сейчас впервые решили попробовать второй вариант. Остановились в этой симпатичной таверне около Венецианского мостика выпить чашечку кофе. Дорога, по которой мы сейчас едем,
пару лет назад была грунтовой. Ее называли то дорогой смерти, то дорогой жизни. В любом случае, те, кто испытал езду по ней, еще долгое время находились под впечатлением и благодарили Бога, что все обошлось. Дорогу заасфальтировали, и теперь ехать по ней не составляет никаких проблем. Ну вот оно. Ну, всякого жилья, таверн. 600 метров в Пальм-Бич. Так, ну, Вот народ идет, видишь? парковочные места, по-моему, имеются. Ну там я видел, как пустая есть дырочка. Да, народ пошел. Так, Таня решила со мной не идти. Я ее оставил в этом приятном местечке, а сам пойду в гору. Ну, подъем вроде закончился. Сейчас идет пологая часть. Довольно быстро поднялся, минут 5 не прошло. И вот там за поворотом уже мы увидим пляж Превели, где горная речка впадает в море в окружении пальмового леса. Ну вот он, пляж Превели. Осталось только спуститься вниз. На пляж Превели можно попасть еще на ботике из Плакьяса. Вот он как раз сейчас выгружает людей.
Ну что, идем в пальмовые джунгли. Лет 10 назад здесь был пожар, и практически все пальмы выгорели. Но за это время уже природа успела восстановиться. Как видим, пляж здесь не оборудован. Люди, которых здесь немало, укрываются от солнца в тени деревьев и пальм. И эта обстановка мне напоминает то ли какой-то лагерь, то ли табор. А еще меня удивила мутная речка, заросшая тиной по берегам. До сего дня я ее помнил как горную речку с холодной кристально-прозрачной водой. Пляж, конечно, красивый, фотогеничный. Но я предпочту пляж, который за скалой Амуди. Поэтому я возвращаюсь туда. Сейчас подъем будет немножко потяжелее, чем когда я шел сюда. Потому что здесь покруче лестница. Вот тут на пляже Амуди мы и устроились. Этот пляж нам понравился. Все как мы любим. Спокойная релаксовая атмосфера, никакой суеты вокруг. И еще здесь самая низкая цена на шезлонги. 5 евро без зонтика, 6 евро за сет с зонтиком. Тут на пляже Амуди не таверна, кафе. Можно заказать закуски, есть греческий салат, теплые пироги, напитки.
Конечно же, будучи здесь, мы не могли не заехать в монастырь Мони-Превели. И тут нам повезло. Когда зашли в храм, дежурный монах, быстро опознав нас православных, предложил написать имена самых близких нам людей, пообещав за них помолиться, а затем провел нас к стеклянной витрине, из которой достал серебряный крест и приложил его к каждому из нас. Мы только позднее поняли, что это был тот самый святой чудотворный крест Мони-Превели. Наши эмоции трудно передать словами. Фотографии, кстати, не мои, так как внутри съемка запрещена. На обратном пути заехали в деревню Спили, знаменитую своими венецианскими фонтанами в форме львиных голов. Из них вытекает вода 39 подземных источников. Вода настолько чистая, что ее можно спокойно пить. Вокруг таверны, магазинчики. В общем, приятное место, чтобы сделать короткую остановку по пути домой. Еще неожиданно было встретить здесь автофургончик из Маталы с ее знаменитой фразой на борту: «Жизнь – это сегодня, завтра не наступит никогда». Если понравилось видео, ставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне приятно. Всем пока!